Привет, друзья! Сейчас послеобеденные новости Европы. В Германии усиливают ставку на водород, и речь идет не просто о научных проектах, а о технологии, от которой может зависеть будущее всей промышленности. Канцлер Фридрих Мерц говорит об энергетической независимости, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен о новом европейском пространстве. В то же время в мире искусственного интеллекта произошел разворот, который специалисты рассматривают как важный показатель изменений в отрасли. А в компании OpenAI вводят режим, который редко раньше объявляли. И это еще не все. Сегодня Германия тоже смотрит далеко за пределы своих границ. Эксперты предупреждают, что события в Восточной Азии могут ударить по экономике Германии и Европы сильнее, чем многие предполагают. А внутри страны события развиваются большими темпами. Рекордные нагрузки в логистике на черную неделю и повышение заработных плат, которые могут затронуть десятки тысяч работников уже с Нового года. А по всех этих последних событиях коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии усиливают ставку на водород. И на этот раз речь идет о земле Саксония. Объединение «Водородная Саксония», которое включает десятки компаний и научных центров, получает новое финансирование и продление программы до 2028 года. Власти региона объясняют, водород должен стать технологией, которая даст промышленности второе дыхание, особенно на фоне растущей конкуренции и энергокризиса последних лет. Проект поддерживается федеральным правительством, где канцлер Фридрих Мерц постоянно подчеркивает необходимость энергетической независимости Германии. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о создании европейского водородного пространства, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков топлива. Саксонский водородный кластер уже запускает реальные проекты от разработок водородных двигателей до строительства производственных линий. В городе Хемниц работает центр инноваций, который должен связать нагрузку с заводом и создать рабочие места. Берлин ожидает, что водород станет новым промышленным стандартом в Германии, чистым, конкурентоспособным и стратегически важным. И именно такие региональные проекты, как водородная Саксония, должны показать, сможет ли страна удержать статус технологического лидера Европы. Следующая новость одна из самых важных для бизнеса. В компании OpenAI произошел резкий разворот. Ее руководитель Сэм Альтман объявил внутри организации режим «Красный код». Это происходит нечасто и говорит о том, что компания уделяет ситуации повышенное внимание. Повод – это стремительный рост конкурентов в сфере искусственного интеллекта, в первую очередь новых разработок от крупного поискового гиганта, который пытается обойти ChatGPT по скорости и качеству ответов. Сэм Альтман потребовал от команды сосредоточиться на главном – сделать ChatGPT быстрее, точнее и стабильнее. Все второстепенные вопросы, такие как рекламные инструменты, цифровые ассистенты, новые экспериментальные функции уже временно даже заморожены. Теперь приоритет один – улучшить работу основного сервиса, чтобы пользователи не уходили к конкурентам. Внутри OpenAI понимают, что эта гонка уже не теоретическая, компании угрожает потеря лидерства, и именно поэтому Альтман резко усилил контроль над проектами и лично следит за тем, какие изменения внедряются в систему. Для пользователей это означает, что ChatGPT должен заметно прибавить в ближайшее время. Если команда справится, сервис укрепит свои позиции. Если нет, тогда конкуренты могут занять место OpenAI на рынке искусственного интеллекта. Именно поэтому красный код стал сигналом, борьба за будущее технологий выходит на новый уровень. Следующая новость связана с обсуждением международного сотрудничества. В Германии усиливается тревога по поводу ситуации в Восточной Азии. Исследовательский институт Меркикс предупреждает, любое обострение вокруг Тайваня может нанести серьезный удар по экономике Германии. Причина проста. Многие немецкие компании тесно связаны с поставками из этого региона. Тайвань остается одним из крупнейших мировых производителей микрочипов, без которых не работает ни автомобильная промышленность, ни машиностроение, ни электроника. Если поставки будут нарушены, значительное количество предприятий столкнется с трудностями. Экономисты напоминают, что Китай и Тайвань – это важнейшие торговые партнеры Германии. Там расположены заводы и представительства таких концернов, как Siemens, Bosch и BASF. Они зависят от деталей электроники и компонентов, которые приходят именно из Восточной Азии. Любая блокировка морских путей или рост напряженности сразу приведет к задержкам, перебоям и удорожанию производства. Институт Мерикс отмечает, что последствия для цепочек поставок могут оказаться заметнее, чем в некоторых прошлых кризисах. Германия уже чувствует снижение мирового спора, и новый шок способен замедлить развитие страны на годы.
Поэтому эксперты призывают Берлин заранее готовиться к рискам, искать новые рынки и диверсифицировать поставщиков, чтобы не оказаться в ситуации, когда один регион решает судьбу всей немецкой экономики. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии черная неделя распродаж обернулась для компании DHL настоящим испытанием. Логистический гигант сообщил о рекордном показателе. В один день сотрудниками обработано 12,4 миллиона посылок. Это вдвое больше обычной нагрузки и самый высокий показатель за весь год. Резкий рост онлайн-покупок начался сразу после старта скидок, и поток заказа буквально хлынул на сортировочные центры. Чтобы справиться с таким объемом, DHL ввела дополнительные смены, привлекла временных сотрудников и задействовала все доступные мощности. Курьеры выходили на маршруты раньше обычного, а крупные распределительные центры работали фактически без пауз. Компания подчеркивает, именно предрождественский период стал главным испытанием для всей логистической системы страны. Руководство DHL отмечает, что интерес к онлайн-торговле продолжает расти, а вместе с ним растут и требования к скорости доставок. Рекорд черной недели показал, что немцы все активнее покупают в интернете, а доставка становится частью повседневной жизни. Несмотря на нагрузку, DHL уверяют, что большинство посылок попало к адресатам вовремя, и это главный показатель того, насколько система готова к пиковым нагрузкам. И это только начало. В Германии назревает новая волна сокращений. Уже с 1 января 2026 года минимальная почасовая ставка возрастет до 13,9 евро. И многие работодатели предупреждают, они не смогут потянуть такие расходы. По данным опроса ИФА-института, около 22% компаний, попавших под действие повышения, планируют сократить рабочие места, в первую очередь в кафе, магазинах, на складах и в легкой промышленности. Это решение может коснуться десятков тысяч сотрудников, тех, кто получает сейчас меньше новой минималки. Предприниматели говорят, что рост зарплат – это удар по себестоимости продукции и услуг, поэтому многие собираются уменьшить штат, отказаться от новых инвестиций и, возможно, поднять цены. Сторонники подъема зарплат, работники и профсоюзы считают, что справедливая минимальная оплата нужна, чтобы люди могли жить достойно. Но работодатели отмечают, что вынуждены выбирать платить людям больше или просто закрывать рабочие места. И сейчас в Германии все чаще обсуждается, что повышение минимальной зарплаты может повлиять и на уровень занятости. Что это значит, если ты работаешь, например, в кафе, магазине или на складе, и есть риск, что тебя могут уволить либо перевести на меньше часов. Если ты же предприниматель, тогда тебе придется пересмотреть бюджет, возможно, закрыть часть бизнеса. А вся экономика может столкнуться с ростом цен, дефицитом рабочих мест и нестабильностью. С одной стороны, это повышение уровня жизни, с другой – рост рисков для занятости. Новый год в Германии начинается не с праздника, а с социальной и экономической перестройки. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.